Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Forestry, рассказываю про пчеловодство. Сегодня хочу рассказать вам про основные гены пчел. Для того, чтобы узнать, какие гены у пчелы, которая у вас имеется, соответственно, берем саму пчелу, и вам потребуется еще анализатор пчел. Есть еще электронная версия такого анализатора. Вот она. Значит, крафтится из прочного корпуса, бронзы и, соответственно, анализатора нужного. То есть это у нас для саженцев, это у нас для пчел. Но, честно сказать, я не видел, чтобы на серверах прям активно использовали электронную версию. То есть не совсем удобно, хотя, с другой стороны, можно автоматизировать, например, так сказать, анализ пчел, чтобы, допустим, они сразу у вас были проанализированы, и вы могли посмотреть, что у них за ген. Вот. В принципе, такой вот карманной версии вполне достаточно. Чтобы воспользоваться анализатором пчел, значит, выбираем его в инвентаре и нажимаем правым кликом. Сюда нужно положить либо капли меда, либо медвяную росу. Ну, вот, допустим, кладем. Дальше выбираем пчелу, которую хотим проанализировать. Это может быть как, собственно, принцесса, матка, может быть и трутень. Кладем, хоп, и она у нас проанализировалась. Есть еще такой небольшой богоюз, может быть вам полезен. Вот видите, лесной трутень, неизвестный геном, да? Если я зажимаю Shift и нажимаю левую кнопку, вот раз, он у меня как бы отобразился там, но не проанализировался. То есть зажатым шифтом, если нажимать, вот так вот прокликать, то можно быстро посмотреть, что из себя пчела представляет. И при этом не затратив медвяную росу. То есть такой вот небольшой богоюз. В принципе, не зловредный. Вот, если вот так вот пропустим, то мы можем тогда посмотреть и другие страницы. Здесь всего в анализаторе 5 страниц. Вот, на первой странице такие основные характеристики, вид, срок жизни и так далее. На второй уже какая-то адаптация идет, то есть подробности про то, в каких условиях пчела может работать. На третьей странице какая продукция производится. Четвертая, пятая, тут про возможные мутации и классификация. Ну, по сути, здесь из всех этих страниц самые полезные для нас это только первая и вторая. То есть только вот эти две страницы будут по факту для нами использоваться. Итак, давайте пробежимся по, соответственно, основным вот этим вот генам. Как видите, здесь два столбца, да, активные и неактивные гены. Активные это те, которые сейчас доминируют, и, соответственно, если мы пчелу кладем ну, особенно это актуально, например, для матки, там, для принцессы. Вот если мы кладем, соответственно, матку, принцессу в пасеку, вот эти мы как раз эффекты с вами увидим. А вот это просто пассивные гены, которые могут проявиться, если мы будем, допустим, заниматься скрещиванием пчел. Ну, про скрещивание я в отдельном видео расскажу. Итак, значит, основные характеристики это, собственно, вид. Вид, как правило, влияет на, собственно, какую продукцию производит пчела, ее внешний вид. Дальше идет срок жизни, кратчайший. То есть там разный срок бывает, то есть от кратчайшего до какого-то очень долгого. Я в описании приложу, опять же, ссылку на MindWiki, где в разделе таблицы генов вы можете про каждый ген подробно почитать. То есть какие разновидности есть, каких у пчел по умолчанию эти гены. И, собственно, от каждой пчеле можно любой ген практически привить. То есть, допустим, вот эту пчелу я могу в другой вид превратить, могу передать, допустим, ген срока жизни другой и все остальные гены тоже. Ну вот по умолчанию вот эту пчелу мы с вами выбили в прошлом видео из пасеки, точнее из улья, пардон. И, соответственно, вот по умолчанию здесь вот такие вот гены получаются. Это болотная пчела, срок жизни у нее кратчайший, то есть достаточно быстро умирает. Скорость производства у нее очень медленная. Вот. Скорость опыления медленная. Опыление это возможность опылять деревья для того, чтобы у них тоже происходили скрещивания. Но это отдельное вообще направление лесоводства. Если вам это будет интересно, пишите в комментариях. Я сделаю про лесоводство отдельную серию видео. Плодовитость это сколько пчел, сколько точнее трутней у нас образуется, когда матка умирает. То есть здесь вот 2, может быть 1, 2, 3, 4. Территория опыления это, собственно, на какую площадь у нас действует. Сейчас я уточню, кстати говоря, что означает средний. Одну секунду.
Да, посмотрел там, значит, вот это вот средняя территория означает зону такой вот куб, точнее параллелепипед размером 9 на 9 по площади и высотой 6 блоков. Вот эти вот эффекты, соответственно, мы можем ощутить. Что это за эффекты? Кстати, я в прошлом видео забыл упомянуть, что пчелам, помимо прочего, еще нужен какой-нибудь цветок. То есть, допустим, чтобы пчела работала, потребуется либо какой-то цветок, либо это может быть какой-то предмет. Здесь это тоже указывается. Сейчас посмотрим, где это указано. Эффект, да, вот вид цветка, грибы. То есть вот в этой зоне, там 9 на 9 на 6, у нас должны находиться грибы. То есть эти пчелы опыляют грибы. Причем они могут эти, соответственно, цветки размножать. Но насчет грибов я не уверен, скорее всего, грибы они не размножают, а вот обычные цветы вполне себе. То есть если мы вот поставим пасеку, то через какое-то время вот эти вот цветы, например, у нас размножатся. То есть все вот цветы, которые у меня сейчас вот на территории, это не я искусственно сделал, это все пчелы размножили вокруг себя. Вот. То есть если поставить даже один цветок, со временем они, соответственно, их распыляют, и вокруг ульев образуется вот такая вот зона с цветами. Довольно здорово. Далее, значит, эффект. Кроме того, пчелы еще могут давать определенные эффекты. И самый интересный из них, например, опыт. То есть пчелы, которые работают, они могут вам давать опыт. Это самый интересный, пожалуй, эффект, который могут давать. Еще они могут поджигать предметы, например, убивать или спаунить мобов. Если что, в справочной информации также можете посмотреть, какие эффекты они дают. Но на серверах чаще всего ребята выводят пчел таких, чтобы они генерили опыт. Так, давайте посмотрим на вторую страницу. Вторая страница уже касается как раз адаптации, то есть в каких биомах у нас пчела может работать. Значит, опять же, вот активные, рецессивные у нас гены. Вот это вот, собственно, которые сейчас работают, это у нас пассивные, которые могут проявиться, если мы будем заниматься селекцией пчел, то есть скрещивать. Температура, видимо, обычная. Это, например, луг там, что еще может быть? Лес, луг, горы. То есть обычная температура. Если это, например, какой-то холодный биом, там уже потребуется низкая температура. Если это пустыня или ад, то высокая. Кроме того, есть гены устойчивости. Если у нас, соответственно, первая, вторая степень, у нас может быть адаптация к температуре. То есть даже обычная пчела может, например, где-нибудь в пустыне работать, если у нее есть гены адаптации. То же самое касается влажности. То есть есть обычная влажность, есть где-нибудь повышенная. Например, в тропиках. А где-нибудь в пустыне влажность будет низкая. Все это влияет на то, где пчела может работать. Вот видим, что, например, лесная, да, ей, соответственно, обычные условия нужны. То есть, например, на лугу она будет прекрасно работать. Давайте посмотрим, что у нас здесь у болотной. А вот болотной уже нужна сырая среда. То есть ей нужно, например, какое-нибудь болото. Вот. В тропиках она вряд ли будет работать, потому что температура, видите, ей нужна обычная. Хотя у нее, в принципе, есть адаптация в обе стороны, то есть на один пункт. То есть, в принципе, может быть, она даже сможет работать в тропиках. Дальше очень важные гены. Это вот дневная пчела, ночная, устойчивый летун и пещерная. Что это означает? Если пчела дневная, ну, соответственно, она может работать днем. Если ночная, соответственно, она может работать ночью. Это тоже очень полезный ген. Соответственно, многие пчеловоды, соответственно, пытаются в первую очередь тоже этот ген вывести, чтобы пчела была, кроме того, и ночная. То есть, чтобы она работала круглые сутки, если у вас оба этих гена да. Устойчивый летун означает, будет ли работать пчела, когда идет дождь. Если стоит признак да, значит в дождь она будет работать. Тоже очень полезный навык. И еще пещерная. Это означает, может ли пчела работать где-нибудь в закрытом помещении, или она обязательно должна быть под открытым небом. То есть, если нет, вот сейчас нет, соответственно, я, если возьму эту пасеку и поставлю куда-нибудь себе в бункер, например, в пещеру, пчела работать не будет. То есть, ей нужен открытый воздух. Однако же можно эти все гены вывести, привести, и, соответственно, у нас пчела может работать как днем, как ночью, так в дождь, так и в пещере. Может быть, ген адаптации максимально, соответственно, практически в любом биоме будет работать.
Вот. Можно, допустим, сделать опыт ей, например, скорость опыления высокую, скорость производства очень высокую, срок жизни можно увеличить, хотя на самом деле это не принципиально, если у вас есть автоматизация. Вот, собственно, про то, как эти гены передавать от пчеле к пчеле, как их выводить, я расскажу в следующем видео. Если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Ставьте лайки, комментируйте, если что-то вам интересно еще послушать или вам было полезно. Жду вас в следующих видео. Спасибо.